Катюня, слышишь? Вот я тут чебучу, я тебе говорю, мама дорогая. Ты что, уже снимаешь? Эх, ты оператор. Друзья, всем привет. С вами Детский Липован. Привет, мои хорошие. Что вы думали, что я в директора записался? Да я вас умоляю, оставьте в покое. Никакие не директора. А на этом месте уже язык заплетается. Короче, мы сегодня в гостях, ты понимаешь, у кого? Короче, не у папы Карла. Ага, есть такие ребята в Одессе, оказывается. Создают такие шикарную обувь. Так, в 3 словах, чтобы не грузить. Короче, сегодня у нас этот выпуск непростой. И не про обувь. И не про обувь. Про дело благое, про благотворительность. Просто вот, салют. Валера собственной персоны. Это Валера, а вот это, ребята, называется идеальная пара. Точно так же они называются в Инстаграме. Инстаграм идеальная пара. Подпишись, рекомендую настоятельно, потому что он тебе таки пригодится. Что мы сегодня хотим сделать? Этим видео показать, что в Одессе таки много людей, которые хотят помогать людям. А людей сейчас, которые нуждаются в помощи, все больше и больше. Валера увидел наше видео, приезжает в гости и говорит: товарищ Липован, мы занимаемся точно так же, как и вы, помогаем людям. А вот теперь мы решили, как это, поженить наши усилия. Эх ты! Валера, расскажи, что я имел в виду. Мы как бы занимаемся благотворительностью, занимались даже до этой всей ситуации, как бы, которая произошла. И когда посмотрели сейчас видео Сергея, еще больше зарядились, в 2 раза даже как бы зарядились вашей поддержкой, и в комментариях как бы видим, что вы очень поддерживаете это все. Ребята, в вашем случае 2 раза это нормально, потому что правый и левый всегда в башмаках имеется парочка, правильно? И поэтому как бы решили предложить Сергею такую очень крутую идею, чтобы объединить как бы наши силы, наш Инстаграм, ваши силы, ваш YouTube канал, и объединить это все вместе и провести очень крутую благотворительную акцию. Ага, а вот теперь я скажу по-липовански. Короче, друзьяки, за маленькую копеечку ты имеешь огромный шанс выиграть такие шикарные башмаки ручной работы родом из Одессы, понимаешь? А в эти башмаки, башмаки от Валеры, короче, а я от себя засуну туда. А вот не скажу, понял? Вот мне тяжело, конечно, я все время вываливаю наперед, никаких секретов. Сегодня я скажу, что не скажу, но там будет удивительный, замечательный, единственный, скажем так, в Одессе, а теперь еще и у тебя. Как сказать, чтобы не сказать? Короче, не скажу. Переходи в Инстаграм, вот там мы все это покажем. От меня приз и от Валеры сюрприз. И от нас мы тоже разыграем пары обуви. Для того, чтобы стать участником, вам нужно будет скинуть всего лишь небольшую сумму, 10 гривен, и вам будет присваиваться ваш билетик. И эти все вырученные деньги с этого розыгрыша мы отдаем как бы Сергею, и мы уже будем распределять их, Сергей будет распределять на благотворительность, на благое дело. Слышишь, 10 гривен, так и я участвую, елки-палки. Оператор, дай бабки. Дай гривен 100. Кстати, можно и гривен 100 закинуть. 10 билетиков? 10 билетиков сразу себе оторвал, понимаешь? Увеличивается шанс, то есть можете... На розыгрыш. Ребята, у нас здесь не за башмаки. Во-первых, сейчас мы покажем, чем друзья занимаются. С 2008 года. Короче, знаешь, сколько обуви они уже прогнали? Сколько лет? Да. Да лет богато, я хотел сказать. Знаешь, сколько уже обуви прошло? 4 компьютера сгорело, короче, не вывозят процессора и памяти, количество штук. Ладно, долго говорить не буду. Идем в цех, пройдемся, посмотрим. Еще раз говорю, переходи в Инстаграм. Условия там простые. Быть подписанным на Одесса Липована, на идеальную пару. Что еще? И вот этот пост, который появится сегодня у них в Инстаграме. Что надо быть? Подписанным, лайкнуть, оставить комментарий? Комментарий не обязательно. 10 гривен, билет, приобрести и все. Я думаю, что достаточно будет. Согласен. Всего лишь 10 гривен. Поехали в цех. Ребята, я уже вроде бы все сказал, перед тем, как выйти в цех. Катюня говорит: слышишь, я тебя иногда не понимаю полностью, что ты там наговорил. Скажи правильно. Короче, в розыгрыше участвует пост, который находится у ребят в Инстаграме. Идеальная пара. Будет называться как? Благотворительная акция, да? С Липованом. И вот именно этот пост участвует в розыгрыше. Быть подписан на Липована, на идеальную пару. И под описанием этого поста ты увидишь там всю информацию. Номер карточки, покупаешь билетик за 10 гривен и поехали. Как это? Желаю успеха тебе. Это офис, да? Да. Это офис, где сидят мозги и руки. А не, руки там сидят. Здесь мозги. Стилисты, просто... наверное, да? Там... Дизайнеры, просто Модельеры, красавицы. модельеры. Да. Здесь у нас моделируют модельки. Катюша, Разрабатываем ты что? новые туфли. А где весы? Ребята, они же не весят ничего. Тоже пытаемся. Сколько? Вес 37 грамм? Вот это ты размер, сделал. Серёж. Размер. Да я тебе по граммам говорю. Воздух пушистый. Хочешь такие? А на свадьбу? А нашей Вот дочке? как только предложение сделаешь, так и закажешь мне такую пару обуви. В очередной Вот раз. не слушайте, ты уже делал предложение, нет? Что? Ничего нет, пока. Смотри, а я уже сделал предложение, купил платье, короче,
И детей даже сделал. Но мы еще в ЗАГС не ходили, так что ребята не в этом части, правильно? Не в ЗАГСе дело. Ох, какая Вот так красота. он мне всегда говорит. Ага. А как ваша обувь называется? Идеальная пара. Это идеальная пара... Ларос. Ларос. Ларос, это получается название, да? Да. Вот Ларос. Можно чуть ближе. Сама фабрика называется Ларос, Инстаграм называется Идеальная пара. Шикардос. Я вот сколько в Одессе живу, мне в голову не приходило, что в Одессе делают обувь. Я все время думал, что она с 7-го километра, а та, что подороже из Италии. Оказывается, итальянцы заказывают у вас, да? Эх, класс. Давайте покажем, может, с чего начинается все. Хорошо, а сколько у вас человек работает примерно на предприятии? Ну, на предприятии где-то в районе 35, наверное, 30. То есть швеи, сапожники, закройщики. Давайте, может, покажем с самого начала, как бы все. Ну, айда, быстренько. Ребята, не будем вас сегодня грузить видео. Если интересно, пишите комментарий. Липован, зайди сюда без ля-ля-ля, сними, как снимается обувь. Я для Как вас сделаю... изготавливается обувь, снимается. Кто кого А что я не снимает? то сказал? Как изготавливается обувь? А может, я про тебя говорил? Оператор, сними, как... Иди. Ладно. Короче, пишите в комментариях. Если интересно, пишите в комментариях. И мы еще раз сюда Еще зайдем раз. и снимем, как делается обувь. Посторонним входом. Осторожно, вход запрещен. Катюня, есть 250 гривен с собой? Да. Давай гуляем по полной. Что там? Идемте покажем с самого начала. Алла, Нагила, Алла. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Тут у нас все зарождается, так сказать. Самое начало изготовления обуви. Закупается кожа, вот можно чуть поближе подснять. Кожа, конечно, тоже сейчас подорожала чуть-чуть, но она, вот видите, тоже идеально. Она идет в листах обычно, такая вот идеально ровная. Что ты говоришь, это место, где зарождается обувь? Да. Ох ты, кожа. Начало сытых, так сказать. Кожа черная, белая. Все это подбираем, покупаем. А у вас обувь только кожаная? Только кожаная. Только натуральные материалы мы не используем, как бы заменитель. Только работаем с натуральной кожей. Правильно, потому что в Одессе по-другому не можно. Что это создается? Какие-то летние босоножки? Да, потом вот можно специальные лекалы. По этим лекалам вырезаются частички. Оператор, подойди сюда. Частички. Частички, потом из которых уже собирается, так сказать, сама обувь сшивается. На каждую модель свой лекал. И он вот так вот вырезается. Таким вот образом сейчас. Ребята, Валик хэндмей, сейчас покажет, елки-палки. продемонстрирует. А почему сюда запрещено входить? А потому что нечего посматривать модель, правильно? Конечно. Конкуренты могут зайти и могут унести. Конечно. Ну, мы не конкуренты, мы, как это, единомышленники. Ты, смотри, может, что-то свое подскажешь. Там у вас с чешуей не было еще обуви ни разу? С хорошей такой карасевой, у меня есть недорого. Короче, договоримся, сейчас пойдем ко Вареники он мне. уже с карасем сделал, теперь он хочет обувь с карасем. Ой, у меня... Не, Катюшка, на самом деле очень удивительное интересно. место. Мирное. Я вообще, мне такие ролики попадались на ютубе, я думал, что это просто, ну, нереально, как самому создавать башмаки. А вот оно такие вот отсюда детальки начинается. получаются. Ну, вот. А скажи примерно плюс-минус средняя у вас обувь какая? Или от Ценовая и до? политика. Да, ценовая политика. Ну, чтобы люди понимали, о чем мы говорим. Ну, босоножки гривен 600. Ну, как бы раньше были меньше цены, сейчас из-за того, что подорожало все сырье, мы как бы вынуждены тоже по чуть-чуть поднимать цены. потому Братья, что хочу вроде тебе бы- сказать, что мы и карася начинали жарить по 30 гривен, а сейчас он по 80. Ну, так вот что, это даже Сейчас ребята, он не по 80, Сережа. почем? Подороже будет. Такая же На вот- привозе 80 гривен сегодня брали. Понятно. Вот тут не лезь женщина, когда мужчины говорят. Поняла? Ну Такая идем дальше там. Конечно, идемте дальше. После вот закройки, следующий процесс идемте покажем вам. Получаются вот такие вот детальки. То, что мы говорили, видите, вырезаются. Из кожи, вот кожа, складка. Эти детальки все вырезают, и потом уже швеи их собирают. До кучи. Да. Так, Мы их как бы- а мы же здесь же в швейном цеху, Да, это идемте все здесь? покажем. Можно руками кроить, как вы показывали, то можно кроить пресс. Вот так вот здесь вот. Может со стороны. Катюня, подойди просто, сними аккуратно, не бойся, все будет хорошо. Здравствуйте. Вот такие вот специальные резаки, как мы видели, там они вот руками делали, а здесь это все просто одной кнопочкой вырезается. Намного Ничего себе. ускоряет прям процесс этот закройки. Таким вот интересным тоже образом. То есть он там вручную делал, а здесь просто подставили, нажали Ага. кнопку и готово. Вот еще можете Обалдеть. аппарат тоже заснять, это который стельки делают вот на босоножке. Сюда ставится картон, вырезается вот такие вот подкладка такая, и сюда она проходит, намазывает клеем и приклеивается вот так вот. до Все подкладки. понятно, а потом остальное А подворачивается, потом да? вот на вот на этом аппарате подворачивается и уходит. Вот И такая получается уже такая завальцованная красивая стелька. стелька, да. Блин,
Раньше это делали все вручную, но мы вот в прошлом году приобрели вот эти вот машины, две. Ну молодцы, слушай, И растете. оно намного ускоряет этот процесс, и еще и качественно получается. Дальше? Шикардос, да, конечно, дальше. Тут хочется снимать прямо индийское кино. Тут есть что показывать, Катюша, ну посмотри. А ну давай, мы сейчас туда зайдем. Тут что не глянь, то обувь. Это уже последний сапожники этап, еще сейчас и на швее. Ага. Ребята, ну я как из Одессы вам хочу пожелать шикарного настроения, замечательного, чистого, мирного неба, приятного, ласкающего моря и чтобы ваши ножки не болели, правильно? А если болели, то только от добрых дел. Вот таких дел, какими мы занимаемся с Валерой. Дело делаем хорошее, замечательное, помогаем людям, людей очень много, друзьяки. Как это? Всех услышим и максимально поможем каждому из вас. Айда. Здесь у нас заготовочки эти все собираются, то, что мы показывали там, где краят. Здесь это уже второй этап производства обуви, это швеи, эти заготовки, эти вот частички, которые вырезаются в коже, они их начинают собирать, зашивать. Короче, начинается с той комнаты вот так вот Да, по да, кругу, да. и где уже выходит готовый шлепок? Вон там. Вот Да, туда, да? Да. Сейчас и туда мы дойдем. И таким образом. Ребята, вы молодцы. Все, готово. Так, следующий. Эстафету передаем дальше. Тут как пряжечки пришивали. А тут пряжечки. Босоножечки застегивались. Ой, чтобы ваши ручки не болели. Прямо ювелирная работа. Ты понял? Ляп и готово. Еще интересно, можно. Там у вас тут все интересно. Здрасте, здрасте. Мы аккуратнее ходим, вас не отвлекаем. А тут ремешочки уже, видишь? Там пряжечки, а тут ремешочки. Ага. Порядочек, идем дальше. Вот стельки, то, что мы говорили, кстати, готовы. Так, это селечки уже готовые, да? Уже прошиты, видите, прошиваются, ставят здесь печать. По кругу прошили, и все, уже стелька готова, можно ставить как бы на босоножек. Вечная. И тоже кожа? Да. А это значит, что надолго. Так, давай, чтобы у всех все было парное. А, Катюшка, слышишь, там котяр он бегает. Ох, какой Слышишь? белый. Не видно. А я понял, а судя по засвечивает. походке самец, короче, да? А, Ну сразу видно, что ну, девочка. а виляет, пукает что только тетя девочка. Сара, да, елки-палки. Хорошо. Значит, будет так. Идемте на последний, самый интересный этап. Давай. Швеи сшивают эти заготовки, и они переходят в следующий, в третий этап к сапожникам. Это самое такое интересное, то, что все знают, профессия. Идемте. Ну, пошли, аккуратно смотри. Может, помолчать и просто поснимаешь, Катюша? А? Помолчи, помолчи. Смотри, сколько здесь вот этих вот, ты понимаешь? Вот этих вот. И черевички есть. А? А сюда каблук? Это колодка называется. Да, извини, колодка. А я думал, папа Карло, идем. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Еще разочек, да. Вот это та самая стелечка, помните, про которую мы говорили вам? Только уже вот снизу ставятся метки, и туда уже вот такие вот кожаные ремешки, которые сшивали, краили, их уже сюда вот как бы прилепили. Активатор, нагревается подошва, специальный клей. От температуры, которая, да? Да, Раз, когда и теплая температура, он приходит в свойства, то есть вот сейчас можно как бы потрогать. Активируется, да. Да, И поженился. оно вообще ничего, видите, то есть оно не клеится. Технологии. Только после того, как нагревание происходит, оно приходит в свои свойства и уже приклеивается. И это уже почти готовый сандаль? Готовый уже? А, да. уже готовый Он сандаль? проходит еще последний этап проверки, и после этого он уже готов. Пакуется в идеальную пару, Да. в коробочку, хлобысь, Да. от души и полетел Вот детальки, дальше. смотрите, тоже промазывается клеем. Ага. Это вот самое начало. Стелька прибивается, ставятся метки, и потом сюда уже вот эти вот детальки приклеиваются. И сверху подошвы. Вот так. Можем показать процесс, когда, да. Готовый вариант. А вот там я вижу другая модель шлепок. Катюшка, заходи, не стесняйся, будь как дома.
Только смотри, чтобы тебя не склеили здесь, ребята. И вот уже получается вот такой, в готовом виде такой вот босоножек прикольный. А ну, позволь потрогать. Слушай, ну за материал хочу сказать, что просто воздушные. Вот то, что надо. Тебе нравятся такие? Тебе же нравится белое, а с черным вообще просто гармония, ты видишь? Да, легенькие. Ты будешь единственная зебра в Одессе, вот какой, которая будет такие носить. Ну а много именно одесситы заказывают, да, или ездят они там почтой у тебя по всему миру, куда? И одесситы, и у нас можно и в Одессе забрать обувь, и отправляем по всем городам, куда угодно, в любой уголок страны. И сколько такие плюс-минус, ты говорил? 630. 630, чистая кожа, ребята, воздух. 630 гривен. Мама дорогая. А какие мы будем разыгрывать? Любые. Любую вообще, какая может быть у нас обувь с Инстаграма, все. То есть, что захочет победитель, то и выберет. Хоть Ребята, сапоги, понял? хоть ботинки. 10 гривен и интрига до конца, понимаешь? Размеры угадают и модель себе выберешь. А там у них в Абсолютно Инстаграме, мама дорогая, сколько всего. Вот так вот лохматишь и все обувь. Вот век на лодке не кататься. Пошли? Куда? На упаковку. В ЗАГС? На упаковку? Идем на упаковку. Последний завершающий уже этап, это проверка и упаковка всех пар. Ты проверяешь? Да. А Нашли нам- это маркировка чего? Срок годности? Да, это год выпуска. Не, если честно, номер модели. Номер Ага. модели выбивается такой специальной штучкой. Вот эти все как бы моменты, все они проверяются, чтобы никакого как бы брака не было. Если брак есть, то возвращается сапожник переделывает. Понятно, ясно. Вот как бы можно заснять вот сзади вот эти картинки. Все здесь проверяют, в коробке упаковывают. На любой, там не должен быть дефект, короче. Да, все дефекты, Все волосочки, все, что все. может быть, проверяют и для того, чтобы... Это еще непроверенную пару ты смотришь. Да. Я просто смотрю. Сзади их у него много, их тут все вот дают, и как бы все это количество... И все надо проверять. Вы уже вышли на летний сезон, да, уже Да, готовитесь к полностью сезону. босоножки заготавливают на склад. Это наша самая ходовая моделька была в прошлом году. Черевички вот эти вот? Да. Красные. Это я говорю, мы их уже сделали. Греческие Мы сандали. их уже начали зимой делать для того, чтобы в сезон успеть. И Правильно, чтобы готовь. были заготовленные на Готовь склад. сани с лета. И упаковываем наши вот коробочки. Идеальная пара. А кому пришла в голову идея? Тебе или тебе? Правому или левому башмаку? Тебе? Правильно? Потому что, как это, у меня тоже вот Женщина всему голова. голова думающая. Да, у нас такое двоякое название. Идеальная пара как бы мы с Надей и идеальная пара обуви. И решили все объединить вместе, и как бы дизайнеру сделали такой вот нам логотип интересный. Держим как бы сердечко и держим обувь в руках. Ребята, и обувь хорошая, и сделана с любовью. Это самое главное, да? Все, сейчас сюда, ляп-ляп, короче, и на почту полетела обувь. Друзьяки, вот так вот от всей души заходили сегодня вот такой обувной цех, который находится в Одессе. Липован с оператором. Смотри, мы сейчас с Валерой не прощаемся, едем к нам, и там снимем в Инстаграм тот самый пост, тот самый ролик, который будет участвовать в этом благородном деле. Ребята, все деньги, которые соберет этот пост, пойдут на дело благое. Правильно? Короче, Правильно. от всей души и до скорых встреч в Архимусе, В Инстаграм. Инстаграм, Одесский Липован. Всем пока-пока. Короче, давай, чао.